Сегодня я отобрал 100 игроков со своего сервера Raidmine и поручил им построить настоящий мегаполис! Смогут ли игроки нас удивить и совместными усилиями построить настоящий город мечты к концу этого ролика? Сейчас узнаем. Вы даже не представляете, где я нахожусь, потому что это Тумка-Сити. Место, в котором все объединили свои усилия для того, чтобы построить огромнейший мегаполис. Самое интересное, что у каждого есть свобода выбора. Каждый может выбрать себе сам постройку, которую он захочет реализовать. Например, кто-то может захочет построить просто обыкновенный красивый дом. Кто-то подумал, что это скучно и решил построить настоящую вышку. Возможно, это Москва-Сити. А кто-то решил построить тюрьму? Самое, пожалуй, интересное, что я сгруппировал всех игроков между собой, и теперь они совместными усилиями строят огромный мегаполис. Как я это сделал? Я создал общие ячейки, то есть, посмотрите, в одной большой ячейке есть 9 маленьких, и тем самым люди могут между собой тимиться и создавать какие-то общие постройки. Правда, знаете, пока что у каждого значения мегаполиса, видимо, значит что-то другое, потому что в моем понятии мегаполис это, знаете, огромные здания, компании, вышки, еще что-то. А чувак решил просто удрать в ад. Действительно! Тем временем есть некоторые постройки, которые я даже пока что не могу объяснить. Типа, что это вообще такое? Это какая-то ракета Илона Маска, которую так и не запустили. Тут, судя по всему, у нас какой-то огромнейший дом великана. И мне кажется, я знаю, какой великан в нем живет. Потому что у нас огромнейшая статуя Тумки. Судя по всему, это мой дом. Опять же, каждый здесь импровизирует и строит все по-своему. Мы лишь подготовили для людей мало того, что ячейки, так еще и дороги, которые, между прочим, они некоторые, смотрите, пытаются удлинить. Некоторые создают свои дороги, и не только дороги, еще и транспорт. Так, там есть какая-то табличка, давайте подойдем ее, почитаем. Здесь написано: Тумка ПЖ, дай привилегию, у меня ДР ник. О, у парня сегодня день рождения. Так, давайте сделаем ему подарок. Ладно, конечно же, это была шутка. Кстати, они построили какое-то здание с огромным количеством дверей. Судя по всему, это будут, наверное, какие-то офисы. Вот это здание, кстати говоря, меня больше всего интересует. Здесь намечается какая-то вышка, и здесь еще одна вышка. Йоу, мне нравится, когда люди строят что-то масштабное. И мне кажется, что тут будет явно какое-то огромное здание. Что ж, давайте посмотрим, кто что построил. Меня больше всего впечатляет вот этот вот дом. Вы представляете, как дорого будет стоить дом, который находится просто в центре мегаполиса? Улица Хочу Донат. А может тебе на улицу губозакатывающие машинки? Кстати, йоу, я только что видел одно здание, которое подвергло меня в шок. Так, секундочку, я должен вам это показать. Во-первых, тут какое-то огромнейшее здание, которое строится, мне уже нравится. Йоу! Обожаю, когда люди начинают строить что-то очень масштабное. Это явно какой-то огромный магазин, но вот это... Люди построили Икею! Вот это вот чудо! Springs TV решил построить настоящую Икею. Что же, неплохо, потому что они строят какие-то знаменитые здания. Йоу, вот это здание крайне странное! Я, наверное, уж точно не хочу нажимать на вот эти штуки, потому что боюсь, что я все просто подорву, и мне кажется, этому зданию явно плохо. Кстати, я тут нашел какой-то дом Крипера, это Team 466, но что меня больше всего подвергло, это даже не его скин, это то, что у него в доме огромное количество акселотлей. Братан, что у тебя в доме делают акселотли? Так, давайте зайдем к нему, посмотрим, что он тут вытворяет. Так, вы тут занимаетесь какими-то запрещенными делами? Может быть, у этого парня какой-то открывается магазин с рыбками? Хотя крайне странно этого Крипера наблюдать с этими рыбками, которых он назвал акселотлей. Слушай, так ты, получается, занимаешься мошенничеством. Он продает аквариум с рыбками и говорит, что это акселотли, а на самом деле это самый обычный сальмон. Ладно, давайте отсюда свалим. На Икею посмотрим, чтобы глаз порадовался. И стоп, подожди, одна Икея, стоп, сзади еще одна Икея. Это уже какой-то плагиат. Мне кажется, что люди начали сходить с ума. Это просто жалкая пародия и неповторимый оригинал. Но в любом случае, мы с вами уже никогда не узнаем, кто из них является оригиналом. Может быть, это братья решили построить себе сразу два филиала. Далее у нас имеется вышка. Это офис, в котором, видимо, будет кто-то в будущем работать. И также имеется, йоу, это что за огромная статуя? Это похоже на статую какого-то киборга, но самый главный вопрос, почему он держит перевернутый треугольник? О, мамма мия, посмотрите на это здание. Вот это уже выглядит крайне необычно, крайне интересно и масштабно. Это здание, которое построено довольно необыкновенно. И, судя по всему, это какой-то офис. Окей, у этого чувака уже есть какие-то шансы на победу, потому что здание выглядит интересно. Разумеется, все борются не просто так, ведь все хотят получить главный приз сегодняшнего испытания. Это повышение их привилегий на моем сервере Raidmine. Если что, кстати говоря, в описании прямо под этим роликом вы можете найти IP моего сервера по Майнкрафту, на котором я снимаю прямо сейчас этот ролик, и подключиться, чтобы посоревноваться вместе со всеми остальными игроками на какие-либо крутые призы, которые мы периодически устраиваем. Кстати, у нас уже начали строить супермаркеты. Мне кажется, тут построили пятерочку. Кстати говоря, выглядит уже неплохо. Давайте зайдем, посмотрим, что тут у нас имеется в ассортименте. В ассортименте, видимо, пока что стены и потолок. Покупаю. Давайте проверим, можем ли мы подкупить администратора пятерочки. Например, я беру алмазы. Так, давай проверим, будет ли он идти за мной. Так, давай. Есть пробитие, как говорится. Давайте выпустим его на волю, братишка. Ты будешь первым игроком, кто сможет выбраться. У тебя полная свобода. Плыви, как рыба в океане, как феникс, просто лети! Лети на всех парах, ты свободен! Он вернулся все-таки в пятерку, смотрите, преданный администратор!
Кстати, мне кажется, некоторые игроки вообще не представляют, что такое мегаполис. Вот что за слово такое сложное? Человек просто построил дом, а в нем огромное дерево. Хоть и не Новый год, но атмосферка крутая. Знаете, пожалуй, это будет первый не дом на дереве, а дерево в доме. Далее у нас еще один ледяной айсберг. Я не знаю, что это остров, но что эта штука делает в мегаполисе? Из-за вас тут люди мерзнут. Они все обязываются бегать в незаритовой броне. Кстати говоря, насчет незаритовой брони, тут некоторые люди решили просто записать выживание в Майнкрафте. Что они тут делают? Ловушки, ресурсы. Они реально начали развиваться в Майнкрафте, причем в креативе. Окей, чуваки, занимайтесь дальше своими делами. Там убивайте эндер-дракона, проходите Майнкрафт. Я не знаю, что вы еще будете делать, а мы пойдем посмотрим, что еще тут построили. Мне кажется, это полицейский участок. О, мама мия, посмотрите на этого чувака. Это настоящий офицер. И мне кажется, что он поставил скин, чтобы соответствовать своей постройке. Тут, видимо, какой-то продавец у нас. Хотя это не сильно похоже на полицейский участок. Скорее всего, это просто магазин. Окей, братишка, продолжаем, мешать тебе не будем. Посмотрим, что еще тут у нас построили. Йоу, вот это что-то очень эпичное. Мне кажется, это здание, которое мы видели до этого, но оно как будто конкретно улучшилось. Также по соседству у нас имеются два белых дома. Давайте зайдем посмотрим, что это за белые такие домики. Так, простите, извините, я протолкнусь тут, ладно? Тут какой-то, видимо, магазин. Оу, тут реально магазин. Так, Тумка Топ, хочу получить большую привилегию. Здесь написано, купил $100. И, видимо, тут реально изобразили настоящих покупателей, окей? Магазин, идея прикольная, но снаружи, если честно, выглядит очень слабенько. Надо дальше прокачивать визуальную составляющую. Тут у нас записано Тумка Топ и... О май гад, сколько шалкеровых ящиков. Видимо, это подарок от заведения. Мамочки, посмотрите, какая креативная работа. Это, казалось бы, вроде обычная постройка, явно еще не доделана, но тут какая-то очень крутая надпись, которая еще и сделана из лавы. Воу! Тут написано то ли D52, то ли DS, я не совсем понимаю, но выглядит уже прикольно. Люди строят какие-то компании, некоторые строят всеми знаменитые компании, некоторые строят вообще что-то свое, а кто-то вообще решил построить, что это, ракета в космос? Слишком много желающих у нас покинуть эту планету, слишком много желающих отправиться на Марс. Это какой-то огромный фонтан, окей? Но больше всего меня, наверное, удивляет именно вот эта постройка. Зацените, ребята, это здание, это магазин Лего, let's go! Вот это реально креативно. Парень построил магазин Лего, который явно еще не достроенный, но снаружи уже выглядит довольно прикольно. Давайте проверим, сможем ли мы выманить продавца Лего из магазина. Так, алло, планета Земля вызывает, алло. Ладно, давайте проверим способ, потому что он ушел в АФК. Проверим, проснется ли он от такого количества звуков. Давай! Сейчас мы с вами проверим теорию, возможно ли разбудить игрока, если создавать много звуков в Майнкрафте. Мне кажется, мы его потеряли. И да, друзья, если вы не знали, я настоящий гигантский мутант. На самом деле люди в GTA любят, знаете, воровать чужие тачки, а я нет. Я просто залазю на чужие дома и обустраиваюсь как у себя дома, потому что, я не знаю, меня очень часто строят на чужих домах, и чем я заслужил такое? Хотя это, наверное, не совсем даже дом, это скорее какая-то картинная галерея. Ладно, отправимся дальше. Тут имеется у нас дворик, в котором тоже выращивают цветы. И о, это очень мило, что заботятся о нашей природе. Знаете что? Надо оставить, как говорится, донейшн. Берем сундук, берем стак алмазов и... хоп! Это вам, дорогой бородатый Стив, как говорится, пожертвование, инвестиция на развитие вашего бизнеса. Окей, отправляемся дальше. У нас имеется еще какая-то огромная вышка, еще одна огромная вышка, еще один вертолет. И этот чувак явно знает, куда он попал. Он сразу понял, я нахожусь в Тумка Ворлде, потому что он решил построить огромную вышку из верстаков. Красава, парень, твоя постройка заслуживает того, чтобы я уделил ей огромное количество внимания. Стоп, неужели вы хотите сказать, что владелец этого суперского здания просто ушел? Нет, он просто исчез. Интересно, мне кажется, или это какой-то мегаполис сумасшедших? Что здесь происходит? Почему они подешевели? Ладно, не будем на это смотреть, просто отправимся дальше и посмотрим, что у нас в итоге получается. Жители убивают своих рабочих в офисе. Боже мой, что за странный мегаполис? Однако, несмотря на то, что он странный, некоторые постройки реально крутые. Например, вот это здание, да, это какая-то пизанская башня с акслотлями. Боже мой, как много акслотлей в этом мире. Постройка некоторым образом странная, но интересная. Идем дальше. Тут какое-то здание с алмазным мечом. Выглядит в целом интересно, потому что, знаете, это некоторая симуляция мегаполиса в маленьком мегаполисе. Давайте посмотрим, что тут у нас имеется. Какое-то здание, в котором, видимо, кто-то работает. Ну, здравствуйте, мы вас потревожили, извиняюсь. Мне очень нравится идея, которую реализовали с этими стойками для брони, которые изображают реальных людей, которые чем-то занимаются. Этому парню на самом деле респект. Он построил настоящий, смотрите, реальный город. Тут чувак ходит, не знаю, что-то высматривает, качели, деревья, короче, супер красиво. Магазин с Лего у нас, может быть, наконец-таки очнулся. О май гад, серьезно, он все еще не очнулся? А, нет, смотрите, опа, я вижу движение. Отлично, он жив, я рад. В целом, если честно, я даже не знаю, какие постройки выбрать. Я не могу сказать, какая постройка сделана лучше всех остальных, потому что они все по-своему прикольные. Например, посмотрите на вот эту реальную красоту. Вау, фиолетовое здание сделано очень красиво, очень детализировано, еще и с вертолетом на крыше. И, кстати говоря, давайте зайдем вот в это здание, которое мне лично пока что нравится больше всех остальных. Не знаю почему, но с самого начала я понял, что это здание реально
может победить. Окей, идем дальше. Томка, передай привет, пожалуйста, Захару. Захар, привет. Томка, привет от DJ Махих. Привет еще тебе. И, пожалуйста, передай привет Мише Джаро. Это я. Миша, привет тебе тоже. Всем большой привет. Постройка Байджамик, понял? Тут у нас имеется какое-то здание. И йоу, тут стоит Хаги-Ваги. Стоямба. Он что, построил Poppy Playtime? Что-то очень знакомое и очень страшное. Окей, давайте зайдем, посмотрим, что тут у нас построено. Огромное количество статуй Хаги-Ваги. И самое главное, чтобы они не начали двигаться. Чтобы они не начали... Так, что-то такое. Напитки. Оу! Также тут есть еще одна табличка, на которой написано: Тумка, поднимись по воде вверх, там декор. Так, давайте поднимемся. Если подняться вверх по воде, говорят, там будет декор, но я слишком старый для таких... Я слишком стар для таких махинаций, поэтому я иду на пролом. Окей, поднимаемся вверх, и мне говорят, там есть какие-то декорации. Стоп, о май гад! О, я сломал какой-то блок, и что-то свалилось. Прошу прощения, если что-то сломал. И да, ребята, это вся база. На самом деле, пока что мне это здание нравится больше всех остальных. Давайте посмотрим, что еще удивительного здесь есть. Тут у нас как раз имеется еще одно интересное здание, достаточно детализированное. Это VIP-отель для Тумки Геймс. Окей, давайте посмотрим, что здесь у нас такое. Так, строил Лешка. Второй аккаунт January 7. Поняли? Это какое-то здание, в котором довольно пусто внутри, но есть работники. И это явно какая-то компания. Правда, пока что, видимо, компания только открылась, тут мало людей. Написано: ремонт не заходить. Комната Лешка. Слушай, братишка, ты... там ничего нет. Реально ремонт, окей. Все-таки меня не обманули. VIP-комната для Тумки Геймс. Оу, посмотрим, что в ней есть. В моей VIP-комнате целый трон из верстаков. Отлично, одобряю. Ну, я думаю, среди этого огромнейшего количества построек, к сожалению, пришло время подводить итоги. Реально, не хочу этого делать, потому что все постройки мне нравятся одинаково. Я все-таки считаю, что с темой Мегаполис лучше всего справилась именно вот эта постройка. Да, возможно, это будет немного странно, но именно Егорчик и Еугея построили самую лучшую для меня постройку. Дело в том, что я сужу не по красоте постройки, а потому, насколько сильно в целом она подходит под тематику. Например, у нас Мегаполис. Здесь они построили дорогу, тут имеется фонтан, деревья, в целом минимализм и даже машина. И самое главное, тут имеется здание, которое, видимо, олицетворяет у нас отель и даже вертолет. Не, вот это реально сделано очень круто, потому что в вертолете даже есть человек. И мне все-таки кажется, что с Мегаполисом эти ребята справились лучше всего, потому что, да, тут полностью олицетворяется идея Мегаполиса. И более того, как говорится, это простенько, но со вкусом. Если вам понравилось и вы хотите поиграть со мной в следующем ролике, то заходите на мой сервер Raidmine, IP есть в описании. С вами был я, Тумчанский, и 100 игроков вместе со мной, которые строили Мегаполис. Всем пока!